Всем привет, ребята! В этом видео еще раз разберемся с пультами для ваших OTT боксов, для Android Smart боксов, кто как их называет, для приставок, в общем-то, на Android. Я уже показывал обзор вот такого вот пульта. Это одна из самых дешевых моделей в пластиковом корпусе, достаточно удобный. Все хорошо, он без голосового меню, то есть невозможно вызвать голосового помощника и искать голосом. То есть в нем простейшие функции, чисто гироскоп, окей, и все основные функции громкости в том числе. И еще есть один нюанс, вот здесь вот кнопочка выключения. И если вы выключаете свою приставочку этим пультом, то обратно вы ее не включите, потому что этот пульт чисто работает по Bluetooth, то есть нет инфракрасного приемника, передатчика. И соответственно, если вы выключили вот этим пультом свою приставку, то для того, чтобы включить ее, вам нужен будет вот пульт от вашей приставки, на которой инфракрасным пультом вы попросту включаете уже приставку. Ну, у вас может быть другого варианта, пульт другого вида, но суть от этого не меняется. Если вы выключаете приставку Bluetooth пультом, где активируется USB порт, и естественно перестает работать вот этот пульт полностью. Выхода два: либо включаться потом вот этим пультом, либо же не отключать приставку вовсе. Есть еще один вариант пультов. Вот сейчас мы поговорим о таком вот пультике. По сути, это копия пульта телевизора Kiwi. Модели, ничего на коробочке здесь нет. Заказан он был в интернет-магазине у нас здесь. В чем его прелесть? Он стоит на $2 дороже, чем вот этот пульт. И в нем есть уже программируемая кнопка. То есть он программируемый. Здесь есть инфракрасный диодик. И вы можете его уже запрограммировать на включение-выключение. Это первое. И второе, здесь есть кнопка микрофона, и вы уже можете задавать голосовой поиск. Ну, сразу могу вам сказать, что если у вас приставка 1/8, 2/16, то эта функция, по сути, вам будет неинтересна, потому что он достаточно сильно затормаживает приставку. Вот эти сервисы Google Play, я уже показывал, как это сделать. Посмотрите видео на моем канале, как активировать голосовой поиск. И эти все сервисы очень сильно загружают приставку, и она просто тупит, либо виснет. И удобства особого нету. Плюс этого пульта, еще раз повторюсь, в том, что кнопка выключения здесь программирована. Как это сделать, я сейчас покажу. Итак, значит, по пульту. Смотрите, вот обычные стандартные пульты. Вот аэромышь дешевенькая, которую я показывал. И вот этот пульт, который мы сейчас распаковали. Это мы убираем. Значит, вот такая коробочка. Никаких здесь, как я сказал уже, моделей. Только есть шестиосевой название гироскоп. Здесь для чего используется. И вот так вот. Попросту нет никаких вот названий, указаний в том, какая-то модель. И что это вообще за пульт. Есть вот такая инструкция. Английско-китайская, да. На которой мы можем прочесть, как обучить пульт. Это то, о чем я рассказывал для программирования. Сейчас я покажу, как это делается. И здесь можно еще сделать чувствительность, назначить чувствительность мыши. Это тоже программируется, в принципе, Sensor Calibration. Вот здесь в разделе. Размеры, как видим, 60 грамм, 160 на 45 на 20 миллиметров. АБС пластик и силикон. Все. Вот так он выглядит. Такой со щелчками. Приятненький. Вскрываем эту крышечку. Здесь тоже на самом пульте я смотрел, кроме вот названия здесь КТ-1818 на крышке, видите, если видите, вот, да. А КТ-1818, если мы забьем в интернет, мы увидим пульт от Kiwi. Две батареечки, и в комплекте вот тут вот идет, соответственно, вот такой вот адаптер для подключения к приставке. Ставим батареи и получаем вот такой вот пульт. Нам сейчас нужно его запрограммировать для того, чтобы он включался и выключался инфракрасным приемником, который вот здесь вот должен быть, по идее. Так, для того, чтобы запрограммировать пульт, берем два пульта, тот, который мы смотрели, вставляем адаптер в приставочку, зажимаем кнопку Power и ждем, пока светодиод не начнет мигать. Мигает медленно. Так, направляем пульт, источник от приставки, зажимаем кнопку Power. Все, пульт запрограммирован. То есть мы зажимаем Power на пульте программируемом, ждем, пока он замигает медленно,
направляем друг на друга обязательно светодиоды пультов и зажимаем кнопку Power на пульте от приставки. И пробуем теперь выключать этим пультом через меню. Вот, если мы будем включать теперь приставку пультом, она, по идее, должна запуститься. Вот, все, пожалуйста, этот пульт запустил приставку инфракрасным светодиодиком, потому что Bluetooth во время отключения приставки, соответственно, Bluetooth адаптер тоже там отключается. Вот и все, пульт работает отлично. В руке сидит очень хорошо, скажу я вам. И работает, наверное, даже более корректно и интереснее, нежели тот, который дешевый. Но, смотрите, здесь еще есть такая функция, как калибровка скорости. Смотрите, вот мы примерно так вот медленно это все дело движется. Зажимаем ОК и громкость плюс. И тем самым повышаем скорость движения. То же самое можно сделать ОК и вол минус. Вот она здесь. И очень медленно теперь, видим, движется. Нужно чуть-чуть побыстрее. И программируем под себя, чтобы вам было удобно использовать этот пульт. Вот такой вот пультик. Здесь еще очень удобная штука. Это вот этот вот Cadel Delete. Очень удобная штука, если вы что-то набираете, к примеру, в поиске. Вот здесь набираем. И, к примеру, вам не нужно постоянно вот сюда перемещаться на клавиатуре. Можно просто жать кнопочку Del. И это очень удобно. Вы можете заново все набирать таким вот образом. Вот такой вот пульт. Всем спасибо за просмотр. Если было полезно, подписываемся, ставим лайки. Пока.